Вот касательно контрнаступления, то есть в принципе не так много осталось времени, когда начнутся распутиться там, да, то есть вот это сейчас наступление на востоке, которое там в районе Авдеевки, в районе там попытки там в районе Купянска, мощное наступление, продавить, ну там уже ситуация несколько месяцев тянется, мне вот сегодня ребята как раз писали, тоже там попросили сбор запилить на машину, и как раз под Купянска говорят, что там очень тоже тяжелые бои идут. Так вот, вот в контексте кампании 23 года, можно ли говорить о том, что наше контрнаступление, оно вот уже на фоне ситуации в Авдеевке логично начинает подходить к концу, и мы входим уже как бы в такой оборонительный этап? Или в принципе еще остался там, ну не знаю, месяц для маневра там или нет? Ты понимаешь, тут вопрос-то не только во времени, а в наличии ресурсов. У меня такое ощущение, что у нас закончились ресурсы, необходимые для проведения активных наступательных действий. Это в первую очередь боеприпасы. Даже не люди, а в первую очередь боеприпасы. То есть интенсивность огня необходима для того, чтобы обеспечивать высоко... Да что же вы все сегодня... Так, буду сбрасывать периодически. Я подозреваю, что у нас, может быть, мы достаточно долго наступаем. Все сейчас вслух сказали, в том числе Шмыгаль, что мировые арсеналы пусты. Соответственно, там непонятные дела происходят в Конгрессе США там, и так далее. То есть, судя по всему, Европа заявила о том, что она не справляется с взятыми на себя обязательствами по поставке снарядов. То есть есть большой риск, я не допущен к этой информации, да, но есть большой риск, что у нас просто нет этих ресурсов. А это значит, нам нужно сворачивать активные наступательные боевые действия и переносить их на тот момент, когда эти ресурсы у нас появятся. Плюс у нас появится, я надеюсь, весной и авиация, которая решит нам еще ряд вопросов, которые мы пока не имеем решения. Это авиация противника, которая очень сильно активизировалась в последнее время. То есть вот количество самолетов-вылетов сейчас гораздо выше, чем я наблюдал в прошлом году и весь этот год. То есть сейчас их реально стало больше. Возможно, потому что у них артиллерия стала меньше, то есть снарядов они начали как бы экономить, беречь, и компенсируют это авиацией. Вот. А значит, нам нужно эту компоненту как-то что-то с ней решать. И единственное решение, которое приведет к надежному результату, это из тех, которые мы видим, да, вот в перспективе ближайшей. Это F-16 с ракетами воздух-воздух. Вот когда эти ресурсы появятся, продолжим, да. Ну вот единственное, что лично мне не нравится, там, опять же, на карте, но местность-то не плоская, как карта, поэтому я как бы не могу сказать. Вот этот Работинский выступ, что он слишком узкий. 10 километров это маловато. То есть, грубо говоря, это 5 с одной стороны выступа, 5 с другой стороны выступа. Как бы было бы спокойней, если бы у него основание было пошире. Ну, или как минимум сглаженные углы. Вот. Но, опять же, вот очень плохо выглядело Дебальцево, все кричали, его там срежут. А на самом деле это была абсолютно надежная крепость. Да. То есть тут надо смотреть на местность. И не всегда карта... Вот даже я с моим опытом арт-разведчика, вообще артиллериста, я могу как бы только предположения делать. И когда вижу глазами, тогда мне становится там все гораздо понятнее. Поэтому я не знаю, выглядит он не очень хорошо, но вполне возможно, что он удобен будет для обороны. А что значит удобство для обороны? Это значит, на этом участке фронта мы будем нести существенно меньше потерь, чем противник. У нас есть конкретные преимущества у нашей армии. Да? У нас есть недостатки, скажем так, в чем мы хуже, но у нас есть в чем мы лучше. У нас больше высокоточного оружия. У нас больше фантазии у тех, кто задействован в процессе войны. То есть разработчики, у нас это оружие, те же FPV-дроны, все говорят FPV-дроны, но это как бы не одно и то же, вот то, что было там месяц назад и что сейчас. За это время наши кулибины там очень много чего переделали. Противник пытается тоже противодействовать, и, соответственно, наши делают дополнительные приблуды, там что-то или перешивают, или используют другую там
меняют часть компонентов там, и так далее, и дроны опять эффективны и так далее. То есть у нас есть огромное в этом преимущество, и его надо использовать. То есть если мы стоим друг напротив друга и есть противник, до которого может дотянуться, мы их будем минусовать всю зиму, там, и сколько надо, пока у нас не появятся ресурсы для наступления. И наша задача не снизить потери противника существенно. Понятно, что сейчас у них там они, скажем так, особо большие, потому что они сами на нас бегут. То есть это прям выгодно для нас. Но когда они как бы бегать перестанут, нам нужно каким-то образом не слишком потерять темп.